Что вы знаете о детях, ставших убийцами? Как насчет 9-летнего мальчика, который хладнокровно продумал жестокий план мести? Или подростка, перед которым даже взрослые боялись лишний раз заговорить? А как вам школьник, который возглавил настоящую банду? А в конце вы узнаете о ребенке, чье преступление настолько чудовищно, что даже судьи не могли сдержать слез. Ребенок, обреченный на тьму. Кейну Парксу было всего 13, но его взгляд уже давно утратил детскую искру. Обычный на вид подросток, которого соседи видели на улице с недоумением и страхом. За маской спокойствия пряталась буйная натура, кипящая от невысказанных обид и непреодолимой ярости. Кейн стал предметом тревог для школы, соседей и даже полиции, но никто не догадывался, что это было лишь начало. Кейн, как и многие дети, нуждался в любви, но его мать, погруженная в алкоголь и собственные проблемы, лишь усиливала его отчуждение. Каждый раз, возвращаясь домой и видя ее в состоянии, далеком от адекватности, он понимал, он один. Без контроля и заботы ребенок потерял ориентиры. В его юном разуме одна мысль становилась навязчивой, а агрессия – тем, что, по его мнению, спасет его от забвения. Однажды ситуация достигла апогея. Ссора с соседом из-за простой видеоигры обернулась для Кейна смертельной ловушкой. В приступе бешенства он схватил нож и нанес удар, от которого уже не могло быть возврата. Этот роковой момент определил его судьбу. На суде он, возможно, понимал, что сделал, но вот отец погибшего не смог понять, что этот мальчишка стоял перед ним словно каменный, без сожаления. Не выдержав, он бросился на Кейна и завершил его жизнь там, где должен был вершиться правосудный приговор. И вот, когда я думал, что хуже уже не будет, на горизонте появилась новая трагедия, О которой я вам сейчас расскажу. Бекки Слоун. Невинность, отравленная злом. В 1999 году 11-летняя Бекки Слоун казалась невинной девочкой, но за внешностью скрывалась темная сторона. Жестокое воспитание оставило глубокий след на ее душе, и дома она чувствовала себя использованной и ненужной. В ее семье родители видели в ней способ получения пособий, но никак не проявляли тепла. Ее неуемная жажда доминирования и насилия казалась окружающим почти парадоксальной, но Бекки отнюдь не родилась жестокой. Она росла в семье, где каждый день был испытанием. Родители видели в ней лишь удобный способ получать пособие, а потому единственным вниманием, которое она получала, была грубость и постоянные напоминания, что ей никто не обязан. Постепенно она привыкла к мысли, что мир – это место, где или ты контролируешь других, или тебя просто уничтожат. Внутренняя боль росла, и Бекки находила выход в жесткости к другим детям. Когда ее младший брат отобрал у нее игрушку, в ее глазах вспыхнула неконтролируемая ярость. Она совершила то, о чем, возможно, сожалела в какой-то момент, но осознание было коротким и слабым. На суде, где ожидался приговор, Бекки сидела с ледяным выражением лица. Казалось, что в ее душе давно не было ничего человеческого. Ее бабушка, единственный человек, кто когда-то пытался ее понять, не смогла выдержать холодного взгляда девочки. В порыве отчаяния она набросилась на внучку, угрожая ей ножом и разрывая единственную нить, которая связывала Бекки с ее человеческой стороной. Вы, наверное, думаете, что это самый ужасный случай. Давайте заглянем в темный мир Алекса Харпера, чья борьба с самим собой закончилась настолько ужасно, что в это просто сложно поверить. Алекс Харпер. Призрак одиночества. Одинокий 14-летний Алекс Харпер, чей случай произошел в 2010 году, был известен как изгоем в своем районе. Воспитываясь в неблагополучной семье, где отец Джордж Харпер часто избивал его, а мать Джули Харпер не обращала внимания на его страдания, он стал закрытым и мрачным. Алекс воспитывался в семье, где его нужды игнорировались, а малейшие ошибки жестоко наказывались. Его отец, лишенный работы и находящийся на грани нервного срыва, часто бил его, а мать была слишком занята выживанием, чтобы замечать страдания сына. Одиночество стало для него не просто состоянием, оно было его тюрьмой. Часами он сидел один в своей комнате, вынашивая темные мысли и проникаясь ненавистью к миру, который его предал. В этих стенах, где никто не слышал его крика, Алекс постепенно стал видеть насилие как единственный способ защиты. Когда в один из дней к нему попытался приблизиться его одноклассник, чтобы завести разговор, Алекс воспринял это как угрозу. В момент неконтролируемого страха он толкнул мальчика на дорогу, по которой мчалась машина. Секунды,
и судьбы двоих подростков были разрушены. На суде, когда судья выносил приговор, мать погибшего мальчика не выдержала. Она подбежала к Алексу и, захваченная яростью и отчаянием, ударила его. Тотчас его судьба была предрешена, а город еще долго вспоминал этот инцидент как напоминание о том, что отчуждение порой порождает монстров. Только когда мы думаем, что все предельно ясно, появляется Эмма Джонс, чья жизнь – это настоящая драма, полная боли и разочарования. Эмма Джонс. Детство без любви. В 2012 году десятилетняя Эмма Джонс, на первый взгляд, была беззаботной девочкой, но в ее жизни скрывались мрачные реалии. Воспитываемая холодной и строгой бабушкой Хелен Джонс, она никогда не ощущала тепла или заботы. В конце концов, ее фантазии стали жестокими. Эмма росла у бабушки, которая была далека от ласковой и заботливой женщины. Суровая и холодная, она часто наказывала девочку за малейшие провинности, унижая ее и заставляя чувствовать себя ничтожеством. Этот холод и отсутствие любви превратили Эмму в замкнутого, наполненного болью ребенка. Постепенно ее фантазии наполнились жестокостью, а ее куклы стали единственными свидетелями ее мрачных мыслей. Она верила, что когда-нибудь сможет найти свободу от этой жизни. В один из дней, устав от издевательств, Эмма решилась на отчаянный поступок. В момент слабости она добавила яд в чай своей бабушки, намереваясь покончить со своей болью. Ее преступление раскрылось, и вскоре ее вызвали в суд. На суде ее близкие, потрясенные жестокостью девочки, смотрели на нее, будто видели чудовище, и одна из тетушек не выдержала. Бросившись на девочку с ножом, она завершила ту историю, которая началась с отчаяния и детской мечты о свободе. Эмма, не сумевшая найти любовь, нашла свой конец в холодном зале суда, где некогда надеялась обрести правосудие. Но как часто мы недооценивали ту боль, что прячется за улыбкой. Джонатан Майерс, следующий в нашем списке, и его история поразит вас до глубины души. Джонатан Майерс. Упрямец без страха. Джонатану Майерсу было 14, и в его возрасте он уже считался самым жестоким из подростков в округе. Его сверстники боялись его, а учителя лишь качали головой, когда речь заходила о его проделках. Джонатан не боялся ничего и никого, и его не пугали ни драки, ни взрослые. Для него весь мир был полем боя, и он шел по нему без оглядки. Его история, как и многие подобные, начиналась с несчастной семьи. Отец покинул их, когда Джонатану было всего 5 лет, а мать, обремененная работой и заботами, редко обращала на него внимание. Он рос предоставленным самому себе, и чувство одиночества заполняло его душу. Постепенно он осознал, что бояться нечего, если не думать о последствиях. В его душе поселился гнев на мир, который забрал у него детство. Однажды этот гнев вылился наружу. В приступе неконтролируемой ярости Джонатан напал на свою младшую сестру, обвинив ее в том, что она забрала все внимание матери. Ее смерть стала началом конца для него. На суде, когда судья произносил приговор, мать, потерявшая обоих детей, вдруг не выдержала. Она подошла к сыну, и в ее глазах горел гнев. Она набросилась на него, завершив историю юного преступника, который никогда не знал настоящей любви и защиты. И когда я уже начал думать, что все эти случаи подобны друг другу, появляется Лиза Хоук, чья трагедия показывает, как невидимые раны могут привести к ужасным последствиям. Лиза Хоук. Жертва безмолвия. Лиза Хоук была невысокого роста девочкой с серыми глазами и тихим голосом. В свои 11 лет она редко разговаривала с кем-либо, была молчалива и всегда держалась в стороне. Ее одноклассники поддразнивали ее, но она никогда не жаловалась. Ее мать считала ее застенчивой и тихой, но ее тишина скрывала подавленные страдания. С детства Лиза жила в семье, где ее голос никто не слышал. Каждый раз, когда она пыталась привлечь внимание родителей, ее заставляли замолчать. Отец часто говорил, что девочки должны быть спокойными, и это научило ее подавлять себя. Но внутри нее все это время зрела ярость. В один из дней ее младший брат отобрал у нее куклу, и тогда в ее сознании что-то сломалось. Она задушила брата, не понимая, что делает. Суд стал для нее концом всего, что она знала. На разбирательстве ее отец, увидев свою дочь, вдруг сам не выдержал. Подавленный горем и осознанием, что его безразличие создало монстра, он набросился на Лизу, завершив историю ее жизни в тот момент, когда она должна была лишь начаться. Все становится еще мрачнее, когда мы слышим о Нэтане Дрейке. Его крик о помощи был настолько громким, что казалось, его должен услышать весь мир. Нэтан Дрейк.
последний крик о помощи. Нэтан Дрейк был 15-летним мальчиком, чья жизнь была полна обид и боли. В его душе горела ярость, и только самые близкие знали о том, какой мрак скрывался за его внешним спокойствием. Его острые черты лица и безмолвный взгляд придавали ему мрачный вид. Но, казалось, никто не замечал, что в этом мрачном облике прятался призыв о помощи. Нэтан рос в мире, где царило насилие и безразличие. Его отец был ветераном войны, который не мог справиться с воспоминаниями о том, что он пережил, и часто срывался на сыне. Мать же, погруженная в собственные проблемы, практически отсутствовала в его жизни. Он рос в страхе и изоляции, каждый день становясь все более и более замкнутым. Чувство беспомощности и незащищенности толкали его на край пропасти. Когда в один из дней Нэтан не выдержал и, собрав все свои силы, решил ответить на насилие, он воспользовался оружием, которое нашел в доме отца. На суде его родители, сидя в зале, выглядели сломленными. Нэтан с выражением лица, полным усталости и печали, смотрел на них, но между ними уже не было ничего, кроме стен. В этот момент его отец, осознав, какую боль он причинил, бросился на сына, завершая их совместный путь, который должен был быть полон надежды и любви. Как может юная жизнь превратиться в историю мести? Кайла Стивенс, как ни странно, оставила после себя следы ненависти, которые не исчезнут. Кайла Стивенс – тень ненависти. Кайле Стивенс было 13. Она всегда выглядела как типичная девочка-подросток с мечтами о будущем, но на самом деле ее мечты были заполнены темными, жестокими мыслями. На первый взгляд ее жизнь казалась нормальной, но те, кто знал ее, понимали, что за ее веселой улыбкой скрывается нечто большее. Кайла была принята в элитную школу, где учеба давалась легко, однако ее успехи вызывали зависть у одноклассников. Каждый день она сталкивалась с насмешками и издевательствами, и ее попытки стать частью коллектива не увенчались успехом. Постепенно ненависть, которую она питала к своим обидчикам, обратилась против нее самой. Не в силах справиться с подавленными чувствами, Кайла стала думать о мести. В день, когда она решилась на крайний шаг, ее одноклассник вновь обидел ее. В ярости Кайла схватила нож, который хранила в своей сумке. На суде, когда она с грустью смотрела на свою семью, все понимала. Ее месть обернулась ужасным преступлением, а ее жизнь превратилась в настоящий ад. В этот момент ее мать не выдержала, бросившись к дочери с криком о помощи. Этим актом она попыталась остановить то, что, по ее мнению, уже не могло быть исправлено. Кайла потеряла возможность быть услышанной и Поняла, что ее темный путь закончился. Оливер Лейн. Словно ветер на воле. Оливеру Лейну было 12, когда он стал частью преступной группировки. Его задорный смех и озорное поведение скрывали правду о его жизни. Внутри него бушевали бури, и никто не догадывался о том, как быстро его жизнь может пойти под откос. Он часто бродил по улицам, искал приключений и мечтал стать героем, но, как это часто бывает, мечты обернулись реальностью, полной жестокости. Оливер жил с матерью, которая слишком долго страдала от зависимости. Он часто оставался один, и единственными друзьями становились другие ребята из близлежащих улиц. Они увлекали его в мир, полный адреналина, но и полон жестокости и преступлений. Оливер не задумывался о последствиях, он просто жил моментом. Однажды он оказался в ситуации, когда должен был выбрать стать жертвой или охотником. В результате одной из стычек с другой группой подростков Оливер потерял контроль. В ярости он толкнул своего противника, который упал и разбил голову о камень. На суде, когда шла речь о его судьбе, Оливер смотрел в глаза своей матери, полной отчаяния. Она не могла поверить, что ее сын оказался в такой ситуации. Не выдержав, она бросилась на судью, вскрикивая о том, что ее ребенок не мог быть убийцей. Но ее страдания только усугубили ситуацию, и Оливер оказался заперт в мире, откуда не будет выхода. Каждая из этих историй – это не просто хроника преступлений, но и отражение трагедий, которые происходят в душе каждого ребенка. Эти дети стали жертвами системы, которые не могли или не захотели обратить внимание на их страдания. Их истории учат нас тому, что за каждой жестокостью скрывается нечто большее. Горечь, одиночество и желание быть понятыми. Кстати, если вам нужна работа, вы умеете писать сценарии, владеете навыками монтажа или озвучки, то у вас есть возможность попасть в нашу команду. Пишите в наш Telegram-бот, ссылка в описании.